Добрый день, друзья! Хочу показать вам две своих новых орхидеи и немного о них рассказать. В понедельник ездила в Леруа Мерлен, обзор уже вышел, можно посмотреть, что было в поставке. Ссылочку на этот обзор я оставлю, как всегда, в правом верхнем углу экрана и под видео. А сейчас вам покажу, что же я купила. Я купила две орхидеи. Часто спрашиваете, по какому принципу собирается моя коллекция? Я увидела эту розовую орхидею, взяла ее в руки. И поставить обратно я ее не смогла. Вот чем приглянулась, сказать сложно. Цветы крупные, розовые, красивые очень усы. Необычное название. Иногда берешь в руки орхидею, покрутишь, да, красивая, но вот, как по-русски сказать, не цепляет. А вот эту взяла, все, понравилось, оставила ее себе. А вот вторая орхидея, не знаю даже, какой цветок вам из нее показать, потому что она не самого лучшего качества. Но почему-то, когда привезли ролл с орхидеями, первая, куда у меня потянулась рука, это была эта орхидея. Причем я не видела, что это биглип. Я просто посмотрела на эти крапинки на этих лепестках. Они бархатные. Рука потянулась, я ее взяла, и когда начала рассматривать, я поняла, что это биглип. Но поставить биглип обратно на полку я уже не смогла. Очень красивый. Единственное, на что я обратила потом внимание, это на качество корней. Качество корней неплохое. Они были совершенно сухие, я успела его полить, поэтому они зелененькие. Вот здесь присутствует, ну, то ли название, то ли аббревиатура. Сейчас расскажу об этом. А вот сами цветы, два из них, один даже уже совсем отвалился, один еще увядает. Был один бутончик, он потихоньку распускается. Качество цветов не самое хорошее. Но когда я приехала домой и начала искать аббревиатура это или название этого цветка, я обнаружила очень интересную информацию, что это не биглип, а называется он эрлип. Попалась информация, кто родители этого эрлипа. Полное название будет написано здесь. Это действительно аббревиатура там, где его вывели. Это микиорхид. И вот в микиорхиде он называется именно вот так. Но есть еще европейское название, я его здесь тоже напишу. Дальше будет название, это его родители. Действительно очень интересная новая орхидея. Как она попала к нам вообще в обыкновенный сетевой магазин, это загадка. А тем более за 598 рублей. Удивительная. Просто все это удивительно. Ну вот, что называется, повезло. Еще информация о эрлипах. Тоже проскочила такая. Эрлип — это необычная губа, такая же, как лепесток. Когда я начала вспоминать, какие же я биглипы покупала в этом году зимой, я вспомнила, что у меня есть Абба. Еще, по-моему, еще два. На тех орхидеях
тоже такая же губа, ну особенно на Абби, вот как лепесток, большая губа, как лепесток. То у меня оказалось, что у меня 4 таких орхидеи. Потом еще нашла интересную информацию, что биглипы, они цветуны, но не долгожители. Но вот эта информация не может быть стопроцентной, потому что 10-15 лет назад, когда информацию можно было только прочитать в интернете, тоже очень многие писали, и даже сейчас попадается вот именно эта информация, что в домашних условиях даже фаленопсисы живут 8 лет. Ну, многие уже давно это опровергли. И 10, и 12, и 18, как у меня, там 17, 18 и 20 лет прекрасно живут фаленопсисы в домашних условиях. Но биглипы и вот эти эрлипы, они выводятся как хорошие цветуны. Причем чем старше цветок, чем старше растение, тем крупнее, вот у эрлипов, тем крупнее и обильнее он цветет. Но другая информация, часто бывают загнивания, часто не выживает, потому что мы его то заливаем, то еще, ну, в общем, он подвержен всяким гнилям. И вот давайте с вами попробуем. У меня 4 таких цветка. Как они будут жить? Аба пока прекрасно. Кто помнит эту красавицу, выпускает корни, не цветет пока, но в хорошем очень состоянии. Так что вот такую информацию, пока искала его название, вот такую информацию нашла. Ну а что касается, живучие они или нет, давайте посмотрим на 2 простых биглипа, которые у меня есть. Биглип – это большая губа. Губа у них действительно большая. То этого нет названия. Большая губа, но видите, здесь у биглипа есть усики. У эрлипов усиков нет. Там просто губа, как лепесток. И вот этот биглип цветет у меня с февраля. Он мне был подарен в феврале. Он действительно доращивал цветонос. До сих пор цветет. Очень крупный. Даже не пересажен еще. А сейчас уже июль. А вот этот принц куплен зимой. Название, у него есть название, будет внизу. И он уже выпустил цветонос и зацвел. Цветочков пока ожидается всего 6, но зацвел точно так же, как я его и покупала. Это его цветонос уже домашний. Есть еще несколько биглипов, я вам недавно показывала, который пробудил почку и распустился, и там у него более красивое цветение даже, чем при покупке. А есть еще наш знаменитый биглип, я его не стала ставить на стол, а покажу вам позади меня. Вот он. Тоже с большой губой. Название тоже есть, напишу. Это тот биглип, который от старого цветоноса, я его даже не обрезала еще. Но пока мне жалко обрезать этот цветонос. Но он выпустил новый, а на старом цветоносе он вырастил 2 детки. Одна из деток 7 января была подарена, надеюсь, что в хорошие руки. Чем дольше мы с вами будем наблюдать за эрлипами, биглипами, мы с вами разберемся, долгожители они или нет, цветуны или нет. Но пока цветут, и неплохо. Ну а эти 2 орхидеи я обработала, полила. Пока не буду ставить в коллекцию, пока пусть постоят отдельно. Об обработках я очень много рассказываю, и тоже ссылочку оставлю, как я обрабатываю орхидеи после покупки. Посмотрим, понаблюдаем.
Дождемся роста корней и обязательно пересадим. До новых встреч! Увидимся на канале. А кто-то, пока идет съемка, очень любит, да, во рту кора, выплевывай, да, очень любит найти в горшочке кусочек коры. И нос весь в коре, да? Вот, давай сюда кору эту, давай сюда. Причем, что самое интересное, когда нет съемки, он сюда даже не заходит. Но когда включается свет и камера, вот кусочек коры, подтверждение. Нам очень интересно, что же находится у нас в горшках. Да, Ричи? Да. Очень вкусное что-то. Натурпродукт. Ричи. Ой, как вкусно. Ой, как. Такой ты большой. Давай, глазки. Все, Шила.